Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня мы с вами побываем на выставке детских работ, посвященных дымковской игрушке. Дымковская игрушка возникла более 400 лет назад, примерно в 15-16 веках, в Дымковской слободе близ города Вятки. Ныне этот город называется Киров. В Дымковской слободе были богатые залежи красной глины. Из нее-то и изготавливают и по сей день эти игрушки. Дымковская игрушка была связана с весенним праздником Свистунья. Это когда после зимы земля просыпается от сна, нужно подготавливать поля к засеву. В основном женщины изготавливали игрушки целыми семьями вместе с детьми. Кто-то месил глину, кто-то лепил, кто-то обжигал эту игрушку, кто-то отбеливал. И вместе сидели и расписывали. Изготавливали свистульки и гремящие игрушки. Свист отгонял злых духов. Это идет еще из древнейших времен язычества. Это сейчас говорят: не свисти, денег не будет. Но эта фраза пришла к нам вместе с христианством на Русь. А до этого мы поклонялись ветру, солнцу, воде, земле. Многое что утеряно. Каждому ребенку на шею вешалась свистулька, как оберег. Я думаю, что было еще одно значение. Ребенок всегда мог позвать на помощь, свистнув в свою свистульку-оберег, либо отпугнуть дикого зверя свистом. Так что не такой уж простой это был гаджет, как сейчас говорят. Это было и развлечение, и в то же время имело охранительное значение, обережное и даже сакральное. Изготавливали индюков, коней, баранов, кормилец, скоморохов, девушек с коромыслами, барынь, ну и, конечно же, лесных животных и всех домашних животных, которых я еще не перечислила. Была определенная технология изготовления этих игрушек. Это и температурный режим сушки и обжига, который занимал длительное время. И по сей день в побелке игрушки используется меловой порошок, разведенный на молоке. В каждой игрушке чувствуется рука мастера. Мастер вкладывает свою душу в игрушку. И дети это делают. Каждый мастер должен был знать значение цвета в росписи игрушек. Раньше использовались природные краски. Ныне же используются синтетические. Но это все равно яркие краски. Такие как зеленый, который олицетворял пашню, землю, природу. Красный, означающий красоту, здоровье, огонь. Белый цвет означал добро, правду, честность. Черный же, наоборот, зло и горе. Голубой олицетворял небо. Также большую роль играл символизм росписи. Она очень узнаваемая.
В ней используются такие элементы, как круги, полоски, кольца, змеи. Часто в росписи используется сусальное золото, но фрагментарно, потому что стоимость игрушки становится намного дороже. И по сей день в производстве этой игрушки остается ручной труд. Поэтому это уникальное народное творчество, сохранившееся уже более 400 лет и по сей день ценится. В нем заключается богатство истории русского народа и его культурного наследия. Здесь представлены работы обучающихся детей от 6 до 14 лет в Доме детского творчества. Дети изучали элементы росписи, цветовые сочетания, учились работать с гуашью. Вначале отрабатывали элементы на плоскости, потом на объемных бумажных шаблонах. Потом это все выливалось в панно, в сложные композиции. Ну и в конце концов дети лепили эту игрушку, правда не из глины, а из пластилина, более доступного материала. Но это будет в следующей части.
оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте лайк, пишите комментарии и до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.